Летний день выдался безупречным. Солнце висело высоко, в чистом нежно-голубом небе, затопляя все вокруг ярким золотистым светом. Гладь воды простиралась до самого горизонта, отражая солнечные блики, будто миллионы крошечных зеркал. На борту небольшого катера царила атмосфера абсолютной свободы и безмятежности. Звучал легкий смех, доносился плеск волн о пластиковый корпус, а в воздухе витал запах нагретой солнцем древесины, свежего бриза и соленой воды. Компания молодых друзей, Кайли, Кейт, Митч и их приятели, наслаждалась теплыми выходными, уплыв подальше от шумного побережья, чтобы отдохнуть от городской суеты, послушать музыку и просто поплавать в прозрачной, освежающей воде. Катер слегка покачивался на легких волнах, стоя на нейтрале вдали от суши. Молодые люди загорали, разговаривали о пустяках и наслаждались моментом, когда кто-то из них внезапно заметил странное движение на водной глади. Сначала это казалось обычным обломком ветки, выброшенным из ближайшей заливной рощи, или одинокой птицей, качающейся на волнах. Однако темное пятно двигалось вопреки естественному течению, ритмично и отчаянно барахтаясь в открытой воде. Присмотревшись внимательнее, друзья буквально опешили от неожиданности. В нескольких десятках метров от катера, посреди глубокой и бескрайней акватории, плыло маленькое сухопутное существо. Это был енот. Откуда он взялся так далеко от берега, оставалось настоящей загадкой. Возможно, зверек сорвался с прибрежного пирса, спасался от кого-то, залез на упавшее в воду бревно, которое затем унесло в открытое море, или просто увлекся в поисках пищи и был унесен коварным отжимным течением. Еноты от природы являются неплохими пловцами, но их физические силы далеко не безграничны, а до ближайшего спасительного берега было невероятно далеко. Зверек плыл изо всех последних сил, судорожно молотя лапками по воде и из последних сил удерживая мордочку над гладью. Каждое его движение давалось с огромным трудом, дыхание прерывалось, а маленькие темные глаза выражали суеверный животный страх перед поглощающей его стихией. «Боже мой, он же сейчас утонет!» — воскликнула одна из девушек на борту, разглядев бедолагу в бинокль. «Мы не можем просто смотреть и дать ему погибнуть». Смятение и глубокая тревога мгновенно сменили расслабленную и веселую атмосферу. Было очевидно, счет идет не на часы, а на минуты или даже секунды. Маленький пушистый пловец находился на самой грани полного физического истощения. Подойти к нему непосредственно на тяжелом моторном катере было слишком опасно. Винты мощного двигателя и сильный шум мотора могли до смерти напугать и без того шокированное животное или затянуть его под днище возникающими турбулентными потоками. Тогда Кайли приняла мгновенное, смелое и единственно верное решение. На борту катера лежал сабборд, легкая надувная доска для плавания с длинным веслом. «Я поплыву за ним на сапе», — решительно произнесла Кайли, уже перебираясь к корме и подтягивая к себе доску. Друзья на мгновение замерли от неожиданности и страха за саму Кайли. Дикое животное, охваченное паникой и смертельным страхом за свою жизнь, могло повести себя совершенно непредсказуемо. Вцепиться когтями, больно укусить, занести инфекцию или в попытке спастись просто перевернуть доску вместе с человеком. В воздухе витали вопросы о безопасности и прививках, но думать о рисках было уже некогда, секунды таяли на глазах. Кайли быстро перебралась на сабборд, подхватила весло и энергичными, точными ударами направила доску прямо к утопающему зверьку. Вода вокруг была прозрачной и прохладной. Кайли гребла изо всех сил, сияющее солнце отражалось в брызгах, слетавших с лопасти весла, а сердце билось в бешеном ритме. На катере друзья внимательно следили за каждым ее шагом, переживая, давая подбадривающие советы и искренне молясь о благополучном исходе этой спасательной операции.
«Давай, Кайли, ты сможешь». «Подойди сбоку. Направь весло к нему, пусть он хотя бы зацепится за лопасть». Кайли максимально приблизилась к еноту. Вблизи картина выглядела еще более драматично и трогательно. Намокшая шерсть зверька отяжелела и тянула его вниз. Он едва держался на воде, опустив ушки и судорожно хватая ртом воздух. Заметив приближающийся сабборд и силуэт человека, енот сначала сильно испугался. Паника и дикий инстинкт самосохранения заставили его сделать резкий рывок в сторону, прочь от спасительницы. «Тише, малыш, тише, мы здесь, чтобы помочь тебе, все будет хорошо». Мягким, ласковым и успокаивающим голосом заговорила Кайли, плавно опускаясь на колени прямо в центре доски, чтобы понизить центр тяжести, удержать равновесие на волнах и не испугать животное резкими движениями. Она осторожно протянула весло в воду рядом со зверьком, надеясь, что тот догадается вцепиться за лопасть или стержень. Но испуганный енот продолжал уплывать в сторону, совершенно дезориентированный, ослепленный брызгами и обессиленный. Движения его лапок становились все более медленными и хаотичными. Голова погружалась в воду все чаще. Было видно, что мышцы животного окончательно забились, а дыхание сбилось на астматический хрип. «Он не зацепится за весло. Он слишком напуган и ничего не понимает», — крикнул кто-то с катера. «Пододвинь саму доску ближе, прямо под него». Кайли сделала еще один осторожный грибок и подошла вплотную. Теперь передняя часть сабборда находилась буквально в десятках сантиметров от мордочки енота. Девушка протянула руки вперед, балансируя на нестабильной надувной поверхности. В ее глазах не было ни капли страха перед возможным укусом дикого зверя, только огромное сострадание, нежность и непреклонное желание спасти живую душу. «Давай, милый, лезь сюда. Здесь безопасно, я тебя не обижу». Тихо и уверенно подбодряла она. Енот на мгновение остановился. На короткую секунду его темные глаза-бусинки, полные мольбы и усталости, встретились с искренним и теплым взглядом Кайли. В этот короткий миг между диким лесным зверьком и человеком произошло нечто удивительное. Глубокое инстинктивное понимание и доверие. Почувствовав, что это плавучая платформа и находящийся на ней человек — его единственный последний шанс на выживание в этом огромном водном хаосе, енот сделал последнее, самое отчаянное в своей жизни усилие. Он протянул свои мокрые передние лапки с цепкими маленькими пальчиками и изо всех сил вцепился в шершавый край сабборда. Почувствовав под собой твердую устойчивую опору, енот начал подтягиваться, активно помогая себе задними лапами. С его тяжелой, полностью намокшей шубки стекали мутные струи воды. Еще одна секунда отчаянной борьбы с гравитацией, и обессиленное животное полностью взобралось на нос доски. Енот тяжело, прерывисто задышал, сжался в дрожащий мокрый комочек на носу сабборда и замер, уткнувшись носом прямо в мягкий настил. Он был настолько истощен и измучен длительной борьбой с волнами, что у него не осталось сил даже на то, чтобы отряхнуться от воды, осмотреться вокруг или проявить хоть какую-то агрессию. Он просто лежал, ощущая под собой сухую поверхность и восстанавливая силы. С бортов катера раздались ликующие радостные возгласы, громкий смех и аплодисменты. Друзья не скрывали своих эмоций, многие вытирали слезы облегчения. «Боже мой, она реально сделала это! Кайли спасла его!» «Какой молодец! Настоящий герой! Он спасен!» Кайли облегченно вздохнула, вытерла пот со лба и счастливо улыбнулась. Сердце все еще бешено колотилось в груди от пережитого напряжения и запредельного волнения, но на душе стало непередаваемо тепло. Она аккуратно поправила весло,
и ласково посмотрела на своего неожиданного пассажира. Енот тихо сидел на самом краю доски, постепенно приходя в себя под теплыми ласкающими лучами летнего солнца. Он со слабым интересом и глубоким изумлением разглядывал окружающий его огромный водный мир, который еще минуту назад казался ему неизбежной и страшной могилой. Не торопясь, чтобы случайно не напугать спасенного гостя резким движением и не потерять равновесие на легкой зыби, Кайли аккуратно развернула сабборд и медленно поплыла в сторону ближайшего лесистого берега. Катер тихо следовал неподалеку на самых малых оборотах, обеспечивая страховку и фиксируя эти трогательные кадры на память. Зверек грелся на солнышке. Его шерсть постепенно высыхала, а силы возвращались к нему с каждым гребнем весла. Эта необычная, исполненная драматизма прогулка на сабборде стала настоящим символом доброты, человечности и отзывчивости. Маленький енот, случайно спасшийся из морских глубин, благодаря невероятной смелости, хладнокровию и чуткости обычной девушки, обрел вторую жизнь. Когда доска наконец уткнулась в мягкий прибрежный песок, спасенный путешественник на мгновение замер, словно выражая немую благодарность своей спасительнице, а затем спрыгнул на землю и быстро скрылся в густых зеленых зарослях прибрежного леса. А для всех участников этого происшествия тот солнечный день навсегда остался в памяти как светлое напоминание о том, как важны милосердие, готовность прийти на помощь и искренняя любовь ко всему живому.